Всем привет! Это новое видео по рисованию фигуры и по рисованию анатомии человека. То, как я это вижу через призму скетчинга, через призму быстрого рисования. Меня зовут Кичигин Эдуард, и смотрите это видео и рисуйте одновременно со мной. Это хороший способ научиться. И сначала это все немножко по-быстрому, немножко в таком ускоренном варианте. Посмотрите, что получится в итоге. Берите листик и пробуйте вместе со мной. Чао-чао, и опять небольшой перерыв в работе, и сейчас порисую вот таких пупсиков, тыдым, 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 ну, моей техники скетчинга, и, в общем, я там долго затягивать не буду, а прямо перейду к рисованию. Вот тут рядом с этой девицей поставлю еще кого-нибудь симпатичного, ну, плюс-минус, и они тоже будут, я думаю, что дэнсить. Это прям тема такая, вечеринки отменили, все вечеринки отменили, что делать мне? Ну окей, я буду скетчить танцы. И это будет, я думаю, такая недолгая штука. В общем, нарисую здесь еще кого-нибудь, чтобы ей было с кем танцевать. Это, блин, проблема актуаля такая. И вся эта история начинается вот, как обычно, с вырисовывания простой формы торса. Если мы можем нарисовать вот эту вот идею с торсом, то, в принципе, ну, и так довольно верно, то в дальнейшем, скорее всего, у нас все получится хорошо. Рисую торс, рисую таз. Такая история. И теперь, когда у меня это уже есть, более-менее сформулировано, то могу двигаться дальше. Так, только нужно придумать ноги. Вот, например, можно ноги рисовать сразу. Вот таким вот сходящимся треугольником. И мы получили колени. И от них уходят голени до стопы. Вот это наши опорные точки. То, на что нужно обращать внимание. Сейчас я нарисую внятную форму ног. Это вот такие вот, как сказать, овалы. И вот здесь небольшие овалы. И, по сути, вот эта вот история потом повторяется на руках. Если упрощать всю схему рисования до такого простого скетчинга, то можно держать вот эту вот идею в голове. И от этого будет довольно много пользы. Вот рисую идею таза. Рисую идею бедер. И тоже так отставлю ей ногу, чтобы было симпатично и привлекательно. Небольшой кружок сюда, ну овальчик. И тут же приношу туда воду. И стремлюсь к тому, чтобы на каждой стадии моего рисунка вот эта вот фигура выглядела плюс-минус законченной. Вот такая история. И так же, как у этой, соединю и ноги в одну структуру. Это мне сильно облегчает задачу. То есть я рисую не отдельно ноги, а как бы структуру из двух ног. Вот они будут стоять на общей плоскости. Приношу туда поинтенсивней чернил и даю им, ну, немного подсохнуть на бумаге, чтобы они не становились такой грязюкой. И теперь делаю более внятную форму таза. Там как он переходит в идею живота, идею пресса. Вот таким образом. И вот таким. Соединяю эти основных идеи.
И чуть подчеркиваю округлость ног девушки. Вот так. Такими супер деликатными штрихами. Супер простыми. Я и не нагружаю всю эту историю слишком сильно. И в то же время оставляю ее супер интенсивной, но супер легкой. И вот это вот важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Теперь, что происходит? Для того, чтобы мне начать рисовать руки, мне сначала нужно наметить то, откуда они выходят. Это плечи. И плечи можно рисовать сначала вот такими небольшими кружочками, ну а потом можно пойти в большую детальность такими треугольничками. Делаю линию Чауджарда, делаю линию до локтя и отправляю ее куда-нибудь в сторону. Пускай она вот так будет. Окей. Теперь отправляю линию шеи, чтобы посадить на нее голову. Вот такая будет у нее высокая шея. И тут же приношу туда немного оттенка. И делаю ей волосы. Таким очень супер простым методом. Вот так. Thank you. И вот так. И делая несколько акцентов таких, не особо прорисовывая, у меня получается супер легкая и скетчевая форма головы. Теперь дорабатываю руки. С руками, вот как с ногами я делал здесь такой небольшой овал. Здесь я тоже делаю небольшой овал. Как я сделал здесь овал поменьше, также я делаю здесь овал поменьше. И свожу это с локтевой структурой и с плечевой структурой. И вот таким образом, может быть, быстро, удобно и легко рисовать всю эту радость. Ну окей. Немножко акцентов в тех местах, где линии рук изгибаются. И теперь думаю, как мне поставить вот эту ее руку. Наверное, пусть она чуть вывернет плечо. Локоть будет здесь. И пускай она руку держит вот так по-простому. Тоже небольшой овал здесь. Чуть побольше овал здесь. Вот так они приходят в локтевой изгиб. И вот такая немножко странная, но симпатичная получается девица. И пускай вот эти моменты чуть подсохнут, пока я рисую остальные детали. Здесь еремная ямка, туда идут мышцы, тут мышцы спины. Если эти простые элементы держать в голове, то особо трудностей-то и нету. Нарисую ей ремень, который поддерживает джинсы. И вот здесь добавлю тень, про которую забыл. И тут тень поинтенсивней. И сюда нарисую
джинсы клёши. Потому что я очень люблю клёши. Но, к сожалению, там мужские клёши я что-то давно не вижу в Санкт-Петербурге. И мне кажется, их прямо не купить нигде. И вот для меня это проблема. Раньше я очень много ходил в клёшах. Я прям это очень любил. В клёшах и в гадах. Это было круто. Рисую по-простому ремень. И теперь прорабатываю грудную клетку. Здесь солнечное сплетение. Отсюда вот так уходят ребра. Вот так идет форма груди. Тоже супер обобщенно. Так, немножко переверну, потому что мне... Ай-яй-яй. Не сказать, что супер удобно рисовать. Я прям выглядываю оттуда из-за моего телефона. Намечаю вот эту вот округлость формы. И чуть-чуть прорабатываю детали, как я их понимаю, как я их вижу. Смотрю, где теневая область находится, как это все работает. Так, у меня мобилка хочет отключиться. Так, все окей. Ну заказать можно, да, наверное. Но я так не сильно этим заморачивался. Я бы, если бы увидел, померил бы, купил, а идти во всю эту историю заказа мне просто немножко лень. Вот так развиваются у него волосы. Да, волосы тоже надо подрабатывать, потому что это такой момент. Ну и в принципе, что тут нужно, я думаю, что вот это вот линия терминатора, которая сакцентирует мне все. Это тот момент, который я сейчас тоже для себя довольно сильно гоняю. Потому что, хочется рисовать попроще, и вроде уже так типа нормально. Но я знаю, что мне просто нужно брать вот эти вот базовые моменты, которые работают, и вводить их в свою структуру скетчинга. Поэтому даже если мне кажется, что сейчас с линией терминатора будет немножко хуже, я все равно его буду делать для того, чтобы он для меня стал естественный. Терминатор — это граница перелома света и тени. Так, окей. Немного сакцентирую лицо. И чуть-чуть принесу
атмосферы сбоку. Это вот растворимые чернила бинзеровские, ну, Calligraphy Ink. И вот они дают такой классный эффект. Мне дико нравится. Как старинная графика. Как у старинных мастеров. Ну, плюс-минус. Конечно, я просто пока двигаюсь в эту стилистику. Но меня фиг остановишь, да. Ну да, граница Терминатора. Это место наиболее близкое к нам в фигуре. И там, где происходит максимальный перелом между светом и тенью. И вот там должна быть самая интенсивная тень. Чуть-чуть акцентов по всей фигуре. Ну и в принципе, окей. Эти две девицы танцуют вместе. А у меня происходит сублимация. О, thank you. Потому что все вечеринки по Петербургу позакрывали. Танцевать мне негде. Что я должен делать? Я не знаю. И вот я сижу, рисую танцующих девах. Блин. Окей. Вроде они норм. Сейчас покажу ее поближе. Вот такой эффект. По-моему, так прям супер. Ну, во всяком случае, я именно в таком направлении и двигаюсь. И пытаюсь и тренировать себя, и учить. Тын-тын-тын-тын-тын. Окей. И вот это вот девица с прошлого раза. С прошлого стрима. И этот стрим, он будет не только здесь, а будет в YouTube. Поэтому, если хотите порисовать одновременно со мной, но это супер полезно, то welcome на мой YouTube, и там будет этот стрим и плюс много других. И вот это, например. Все. Всем чао-чао. Пока. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард. И смотрите там в описании к видео и в комментах много плейлистов по тому, как рисовать фигуру человека, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг и много другого скетчинга, быстрого и кайфового рисунка.